Привет, мои дорогие! Я предлагаю вам расклад на такую тему. Что вам нужно знать прямо сейчас? Вам от этого не уйти. От вас мало что зависит, вам придется это делать. А карта Ленорман скажет, что именно придется вам делать. При вас раскладываю, вы все увидите сами, а я что сумею, протрактую. О, у нас здесь была госпожа, вы на дне колоды? В эту карту вопрошающего можно поместить свои вопросы. И тогда этот двойник этой карты расскажет вам все, что вам нужно знать. От чего вам не уйти? Давайте ее и оставим здесь. Тут была еще букет, это карта вашего омоложения организма. Оставим эту карту здесь. Это карта вопрошающего. Вас, госпожи, который пришел ко мне, моей подружке. Но если вы господин, это тоже карта вопрошающего. В любом случае, карта человека, да? Итак, от чего же вам не уйти? От вас мало что зависит, чтобы проявлять себя в полной своей красе. Так как все цветы проявляют себя в своей красе, какой-то маленький полевой цветок, самый красивый в мире, не говорит: ой, там рядом со мной лилия растет роскошная, я не буду расцветать, я так где-то в сторонке посижу, не раскроюсь. Вы видели где-то в природе такое явление, когда какой-то цветок сказал: я не раскроюсь, потому что там где-то лучше меня? Такого не бывает, нет лучших или худших цветов. Все цветы по-своему прекрасны. Об этом еще царь Соломон говорил в своей притче. О том, что даже сама природа, сам Бог никогда не одевал лилию прекраснее, чем вас и так далее. Но это можно интерпретировать. У меня на это есть канал, кстати, интерпретация Писания. Сейчас не об этом. Сейчас о вас. О том, что вам не уйти от того, чтобы полностью не раскрыть свою красоту. Кроме вас, вашу красоту никто не раскроет. Никакой комплимент нелюбимого или нелюбимого, кстати. Бывает так, что враги делают комплименты, да? Никто никогда не поможет вам раскрыться. Никто никогда не оценит вас по достоинству. Понимаете? Потому что каждый человек оценивает вас в меру своей испорченности или в меру своей любви к жизни и к вам. Только вы можете открыть себя. Раскройте свою красоту, чтобы ее мир увидел. Если каждый раскроет свою красоту, чтобы мир увидел, как будет интересно жить, потому что все красивые, как цветы, все разные, все интересные, и все живут свою жизнь. Вот вам не уйти от того, чтобы проживать, наконец, свою жизнь, а не то, что вам навязали недоброжелатели. Понимаете? Еще не могу просто... Потому что канал не закрывается, он открыт все равно, потому что нужно узнать. Это масохизм, когда вы себя не открываете. Это масохизм, когда вас запугали, что вас это не то не так. Это масохизм, понимаете? Вот и все. И вам нужно знать, что в данный момент это послание к вам. Не живите в фантомном мире, где вы только с одной стороны себя показываете, где вы только видите мир со своей стороны какой-то одной, а не общую картину целую, где есть возможности. Это масохизм — жить в таком фантомном мире, где у вас чего-то не хватает, у вас чего-то нет. Это фантомный мир, который вам навязали, информацию, которую вам навязали, запугали вас. И что здесь? Иногда, знаете, чтобы со страхами бороться, нужна смелость, даже иногда и ярость. Да. То есть на энергию страха нужна похожая энергия по силе. Это энергия любви, но похожая по силе, то есть сильная энергия. И иногда эта энергия, чтобы сбросить страх, это энергия силы, да. И даже энергия ярости какой-то, гнева, что ли, да, гнева на то, что вас запугали, гнева на тех людей, которые хотели вам помешать. Вот это нужно знать, от этого вам не уйти от того, чтобы проявиться. Кстати, букет — это же тоже прекрасные финансы, это прекрасное здоровье, здоровый иммунитет. Сейчас это, ой, как важно, как это все супер-супер важно, да. И уйти именно от того, что вам навязали, вам придется. Угу. Вот в этом букете такая сжатая информация победителя. Она так сжатая, такая сильная информация, да? Вот так, дорогие мои друзья. Что еще хотят высшие силы передать? Две карты себя показывают. Вам нужно идти своей дорогой. Лиса — это идти своей дорогой.
Это смелость, это предприимчивость. Вам нужно какое-то маленькое дело, альтернативное, комплементарное к вашей профессии, делать из дома, дорогие мои, новое дело начинать. Лиса — это предприимчивость, это дело какое-то. Быть деловой, больше деловой нужно быть вам, деловой, да? Деловые качества в себе раскрывать. Вот мне не нравится слово «развивать». Мне нравится слово «найти» в своем пространстве, потому что мы часто идем по одной дорожке, а у нас наше внутреннее пространство — это целый мир. И там найти свое качество, найти новое деловое качество в себе. А также вот эта лисья красота, смелость такая, да, смелая красота, открытая. Вот что вам нужно делать. И сейчас время для этого. Вот многие из вас, кто сейчас смотрит, может, горюет, беспокоится, переживает, потому что плетки — это может быть ссора с кем-то, которая вас поставила в неловкое положение, вас озадачила, понимаете? И, может быть, была такая ситуация, когда вы ничего не могли изменить. Сняла очки, потому что карты большие, их и так видно, да? С очками еще хуже видно. Так вот, вообще-то очки — это символ смотреть вглубь. Символ. Вы часто видите очки у меня в руках, потому что я их то снимаю, то надеваю. У меня близорукость, и поэтому сейчас у меня зрение такое, что я близко очень хорошо вижу, а далеко очень плохо. И то снимаю, то одеваю. Уже извините, если так. Но я не отвлекаюсь, потому что очки — это символ глубокого понимания, да? И вот об этом... Я, кстати, очки трогаю, у меня глубокое понимание карт почему-то возникает. Но у каждого свое ведь, да, видение, свой путь к своему таланту, чтобы мой талант вам помог, понимаете? Что вас выводит на дорогу удачи? Что вас выводит на дорогу удачи? Потому что лиса — это ваша собственная удача. И плетки — это повторяющееся движение. Чтобы не бояться чего-то, нужно это делать как можно чаще. То, чего вы боитесь, это первое значение плетки. Но плетки — мастер номер 11. То есть здесь намного больше значений, чем в любой другой карте Ленорман. И плетки показывают, что сейчас ваша жизнь будет очень меняться. И вроде от вас ничего не зависит, но высшие силы подведут вас к пониманию, что нужно делать. Понимаете? И это справедливо. Это момент вот такой момент, вы почувствуете его справедливо. Вот то, что вы сказали, то, что вы почувствовали, все справедливо. Здесь, да, здесь ситуация острая, какая-то спорная. Но то, что вы сказали этому человеку, это было справедливо. Понимаете? Человек вас обманул, оболгал. Это было справедливо. Дал вам ложную информацию, сделал вам больно. Вселенная выводит вас теперь на новый путь. Посмотрим, дорогие мои. Корабль — это правда? То, что сказала, так и есть. Потому что корабль — это перемены. Вселенная выводит сейчас вас на новый путь. Это перемены. Вот это очень хороший путь перемен. Понимаете, корабль символизирует то, что вы не будете бояться больше. Вы выходите на новый путь. Мне нужно сдвинуть, чтобы я могла корабль. Вам видно было, да? Очень важно, что вы видите. Конечно, важно. Я даже, когда себя показываю, тоже показываю большие карты. Потому что важно, чтобы вы видели, что я делаю. Чтобы эти символы, они лечебные. Это же как гомеопатия, все лечебное. Вы сейчас выходите на новый путь. И это путь, правдивый путь вашей судьбы. Потому что корабль — это переход, это обновление. Вам этого никак не избежать. Вам не уйти от того, чтобы проживать свою жизнь. Чтобы проживать жизнь в радости, в интересе. Лиса — интерес, новый интерес. Те люди, с которыми вы поссорились, может быть, в прошлом, вам с ними не по пути. Они застряли в прошлом, понимаете? Они застряли в прошлом. Акцентируйте внимание на вашем личном интересе. Делайте то, здесь по этой карте, чего вам не просто хочется, а что у вас получается. Хочется, здесь есть немножко такая, знаете, коннотация, ну что ли, это не то. То, что получается, нужно делать. Мы часто хотим того, что у нас не получается. Вот, как сказала, так и есть, потому что карта звезды — это исполнение желаний. Ваши мечты начнут исполняться. Вам от этого никак не уйти. Это перспектива вашего счастливого пути. То, что вам внушали другие, вот этим страхом, этими плохими оскорблениями на вас, да, вам не нужно больше. У вас новый свой путь, который приведет вас к личностному успеху. Это финансовая свобода. Вот именно карта звезды — это финансовая свобода.
Вот на этом акцентируйте. Это, знаете, это свой путь, смелый, решительный, интересный, свой звездный мир. Знаете, как говорят, что наверху, то и внизу. У вас свой космос внутри, который еще пока не изведанный. Вам его нужно изведать. О, да, вас хотели запугать. Вот это ваш путь. А хотели с вами те, кто ссорились, хотели, чтобы вы пошли по своему пути. Потому что завидуют. Понимаете? Здесь могут быть замешаны, кстати, деньги тоже. Потому что деловой человек, мужчина, вот деловой, это трефовый король. Замешаны деньги какие-то. Какие-то привязки денежные. Угу. Чтобы вы на их условиях жили, но не получится. Не получится у них. Да, действительно, смотрите. Хотели у вас забрать какие-то финансы, хотели вас запутать, хотели вам навязать то, что вам не нужно, хотели манипулировать вами. Некачественные, может, заказчики. Люди, которые, знаете, есть вымогатели такие. Что-то у вас купят, а потом еще и вымогают. Это и то нужно вот так, и так, и так. Вымогатели. Очень непорядочные люди. Вы уже и так им угождали, а им все мало, вот все съедят, все дадите, еще больше будут требовать. Те, кто требовали, те, кто хотели, чтобы вы пошли по другому пути. Вы знаете, здесь все понятно. Идите по звездному пути, не идите по пути крысиному. Пусть крысы идут сами по своему пути. Вот это ключевые слова. Именно. Понимаете? Кто-то поставил, может, какое-то энергетическое вмешательство с колдуном, потому что здесь у нас плетки вместе с крысами. Это, конечно, работа грязных колдунов. Преднамеренно. Хотели вас всего лишить. Здесь хотели вас избавить от ваших же финансов. То есть избавить, может быть, от мужчины. Сказали, что он там плохой, хочу избавить тебя от него, он плохой. Зачем он тебе нужен? А сама положила глаз на вашего мужчину. Девочки, вынимайте из контекста то, что резонирует с вами. Я просто читаю то, что приходит в потоке. Иногда поток скорее идет, иногда медленнее, иногда приходится просто торопиться, чтобы все взять как можно больше для вас. А иногда медленно идет поток. Сейчас идет быстро. Замешан мужчина какой-то, замешан кровный интерес какого-то человека относительно мужчины. Кровный интерес, может, его мать. Или же его бывший, у них дети общие, но какой-то кровный интерес. Та же карта букет. Мужчина какой-то вам очень нравится. Некоторые из них есть, кто влюблен в мужчину, но идет за него какая-то борьба, идет какая-то грязь вокруг него. Вы влюблены в мужчину, но здесь букет может означать, что он и в вас тоже влюблен. Видите, здесь пиковая дама. Пиковая дама – это женщина, которая повидала жизнь. Это может быть вы, потому что здесь пиковый туз у вас. И мужчина влюблен в вас, он на вас смотрит с обожанием. Вот букет вышел, помните, букет вышел при диагностике. Вам не уйти от того, что мужчина вам сделает предложение какое-то, если еще не сделал. Но с каким-то мужчиной у вас будет очень интересное взаимодействие, я бы сказала, здесь по букету. Если вы с мужчиной были в ссоре, вам не уйти от того, что с мужчиной будет примирение и близость. Хорошая очень карта. Давайте посмотрим, есть ли какой-то у Таро совет для вас. Вот чисто для вас, для того, кто смотрит. Вы скажете, ну все же смотрят. Но каждый свои слова по-всякому, по-своему слышит. Хлебушек один, воздух один. Но сердечко каждого человека, там 7 миллиардов, перекачивает этот воздух в капилляры. У каждого в своем ритме. Знаете, ритм сердца – это как звук вашей Вселенной, он как музыка вашей Вселенной, он у каждого свой. Так что не сомневайтесь, каждые мои слова в любом случае по-своему поймет. Каждый человек, каждый мой друг, кто смотрит это видео. Вот вам совет, карта змея, да, скажете, что за карта такая на совет? Ну, карта мощная, это мастер-карта, это мастер-карта. Знаете, ту мастер-змею, которую Моисей показал тем, кого укусила змея, и она исцелила всех, кто на нее посмотрел и кто поверил. Потому что это как по закону Парацельсуса, подобное лечит подобное. Если на вас напали со змеиным укусом, у вас должно хватить смелости, ярости, справедливой такой ярости, да, чтобы отбить удар. Потому что это обратка врагам. Какой совет? Не бойтесь врагов. Им идет обратка, вообще их не бойтесь. Да, может быть, была какая-то змея, которая с вами ссорилась или наговаривала на вас. Вам нужно знать прямо сейчас, что обратка-то идет змеи. Обратки никто не отменял. Нельзя бояться. Вот какой здесь лейтмотив всего этого расклада? Страшнее страха ничего нет. И если вам хотят навязать страх, отбивайтесь от него. На вас стоит защита.
У вас есть свое пространство, которое прекрасное, понимаете? Идите своей дорогой, никого не бойтесь. И иногда так бывает, что высшие силы, вот как бы вы скажете, от меня ничего не зависит, так видео называется, да? От вас-то не зависит. Понимаете, от вас не зависит то, что вы будете счастливы. И высшие силы помогут, подтолкнут, поддержат. Ангелы на руках вынесут на вашу дорогу удачи. Не бойтесь негативных людей. Это очень негативные люди. Все, что им нужно, это разбить вам сердце. Зачем вам это нужно? Зачем вам слушать? Зачем вам эти цепи на себя одевать? Пусть эти люди, которые цепи хотят другим одеть, пусть сами их носят. Понимаете? Да, кто-то скажет, у вас сложные с ним отношения, он нехороший мужчина. У них свой план, кто-то говорит. Вы сами разберетесь с отношениями, вы сами разберетесь со своими финансами, сами разберетесь со своей жизнью. Вам дорогой ценой достается все. Хватит уже другим людям вами руководить. Вот и все. Понимаете, обман открылся этих людей. Ведь змея — это обман. Обман открылся, вы получили информацию, вы знаете теперь, что делать. Вы знаете, что делать, вы знаете, куда вы идете. Вас поддержит либо мужчина, либо высшая сила в виде Бога Отца. У вас будет новая своя счастливая дорога жизни, и у вас будет исполняться мечта. Ну а всем крысам и змеям, конечно же, будет обратка. Безусловно, так показал расклад, девочки и мальчики. Вот все, что вам нужно узнать прямо сейчас, когда вы нажали это видео, вам и актуально. Кстати, вот если пересмотрите когда-то видео, опять вам попадется на глаза, все по-новому услышите. Потому что ваша ситуация изменилась, ваша жизнь уже повернулась другой стороной, в другой ключевым моментом. И будет подсказка на тот именно ключевой момент, который актуальный. А я знаю точно, что вам расклад поможет. Ну вот, дорогие мои, люблю вас, обожаю. Вы, мои друзья любимые, позвольте мне быть вашим другом. Это для меня большая честь делать для вас расклады. Я беру это дело очень ответственно, очень серьезно подхожу к этому вопросу. Если вы хотите дружить обратно, это ну, как бы красиво, да, если с вами кто-то дружит, а вы как бы отказываетесь, но это нехорошо. Если хотите дружить со мной обратно, прямо сейчас нажмите «Подписаться на канал». Вот раз нажали, подписались на канал, и мы с вами друзья. А также оцените мою работу. Вы хозяин-барин. Поставьте пальчик вверх или вниз. Я вас очень люблю, обожаю и знаю точно, что мы очень скоро с вами и очень обязательно увидимся. Всем любви, добра и счастья. Пока-пока, друзья.